Всем привет, дорогие друзья! Сейчас идет самый разгар зимнего сезона отпусков, и я решил снять ролик про топ-10 стран, где лучше всего отдыхать в зимнее время года за доступные, честно заработанные отпускные или неимоверными усилиями отложенные на черный день деньги. От вас потребуется всего-навсего досмотреть этот ролик до конца, каких-то несчастных 2 раза по 10 или 15 минут. Потом поставить лайк под видео и подписаться на мой канал. Все-таки, как-никак, я целую неделю трудился и потел, пока собирал материал, монтировал этот ролик. Ведь все-таки тема интересная, страны жаркие, а в отпуск хочется подальше. Итак, критерием подбора курортов для отдыха в осенне-весенний период прежде всего являлся достаток среднестатистического гражданина, влюбленного в пальмы и песок, и среднестатистической гражданки, позволяющей своему мужу тратить его отпускные вместе с ней, под солнцем. Поэтому стоимость недельного тура с проживанием и перелетом не должна была превышать 1000 североамериканских долларов на человека, а еще лучше даже на двоих. Питание в расход не входило, потому что аппетит у каждого разный. И к тому же многие туристы уже научились лазить на пальмы и добывать закуску бесплатно. Затраты на подарки и сувениры тоже в расчет не входили. У каждого ведь свои приоритеты. Да и вообще, зачем на них тратиться? Ведь самым дорогим и интересным сувениром, как всегда, остается сделанный в самое неподходящее время, но в нужном месте кадр, особенно после посещения бара. О некоторых странах я уже делал подробные обзоры, а об остальных, возможно, замолвлю словечко в будущем. В общем, ждите и надейтесь. А я начну с первой страны, попавшей в этот топ – Индии. И непосредственно штат Гоа. Гоа – это вообще жемчужина индийского побережья, всемирно известный курорт. Он расположен вдоль побережья Аравийского моря, впадающего в Индийский океан. И нет, я ничего не путаю, именно так. Свою известность Гоа получил благодаря очевидным вещам: бесконечным песчаным пляжам, прозрачному океану и безоблачному небу, привлекающим к себе для безмятежного отдыха бездельников со всего мира. Жизнь на берегу Лазурного океана, под ласковым солнцем, голубым небом и пальмами, легка и беззаботна. Это первыми поняли любители романтики, хиппи 60-х годов. Уже тогда им надоели отлакированные европейские курорты, и в поисках настоящей свободы и любви они таки добрались до Индии, где и обнаружили настоящий рай на земле. Не забывайте, что в Индии левостороннее движение, поэтому, переходя дорогу, надо смотреть сначала направо, а потом уже налево. А я бы еще и вверх посмотрел. Иногда на голову падают кокосы с пальм, растущих вдоль дорог. К этому движению на дорогах быстро привыкаешь. Но первые дни можно, переходя дорогу, помять бампера пары машин. Индийская скорость течения времени отличается от нашей. Если вам говорят, что автобус будет через полчаса, будьте готовы ждать его час или даже 2. То же самое и с расстояниями. 100 метров означает где-то километр, а если вам скажут за углом, это минимум через 2 квартала. Если вы имеете модную, но создающую пожизненные проблемы привычку употреблять наркотики, которые в Гоа общедоступны, следуйте разумным мерам предосторожности. Остерегайтесь обмана, суррогатов подделок и полицейских агентов-провокаторов. Полицейское провокаторство – явление незаконное и малоизвестное в России, но совершенно легальное и широко распространенное в ряде недоразвитых стран, таких как США, Канада, Индия и другие. Имейте в виду, что индийское законодательство в отношении наркотиков очень суровое, где сроки заключения достигают 30 лет, а индийские тюрьмы – это совсем не 5-звездочные отели. Вторая страна в моем списке – это Вьетнам. Это страна, занимающая 5-е место по экспорту риса. Страна, где самая длинная в мире подвесная канатная дорога. Это страна, где 7 из 10 жителей носят имя или фамилию Жуань, и в то же время 40% вьетнамцев умудряются иметь фамилию Нгуен.
Это страна, где пьют змеиное вино и потом называют русских братьями, а свой парк отдыха именем Ильича. Вьетнам – это страна с давней историей, оригинальными культурными традициями, мягким влажным климатом и протяженными пляжами. Вьетнам очень традиционен, но от этого не менее интересен. Именно в этой стране можно полностью ощутить атмосферу Восточной Азии и не затеряться в толпах туристов. Вьетнам, который был разрушен войной, в наши дни возродил экономику, подтянул инфраструктуру до достойного уровня и гостеприимно распахнул двери для всех туристов, которым не хватает ярких впечатлений, а русским – приключений. Далее идет Таиланд. Королевство Таиланд по праву считается самой экзотической страной Юго-Восточной Азии. Отдых в этой стране вечного лета превращается в настоящий фейерверк удовольствий. Жаркий климат и роскошные белопесчаные пляжи, великолепные отели и высокий уровень сервиса, множество уникальных достопримечательностей и развлечения на любой вкус привлекают сюда миллионы туристов почти со всех континентов. По статистике, ни один пингвин с Антарктики пока не доплыл. А истинное радушие и гостеприимство местных жителей позволят вам почувствовать себя дорогим гостем и подарят прекрасное настроение в стране тысячи улыбок. Для любителей цветного металла в Таиланде есть храм Золотого Будды, где находится его статуя из чистого золота весом 5,5 тонн. Впрочем, эта же новость была для любителей достопримечательностей. В Таиланде встречаются тоже люди со своеобразным юмором. В магазинах торговцы часто делают наценку до 5% от суммы покупки, если вы расплачиваетесь картой. Они считают, что комиссию платежной системы вы должны оплачивать сами. Предостережение для лиц с неустойчивой психикой и стервозной натурой. В Таиланде считается крайне неподобающим терять терпение и демонстрировать свое недовольство. Сидите дома, психуйте там. Четвертая страна в моем списке – это Объединенные Арабские Эмираты. Что же такое ОАЭ? Это одно из самых привлекательных мест отдыха туристов со всего мира. Это высококлассные отели и лазурные теплые воды Персидского залива. Это страна, которая связывает Европу с Индийским полуостровом, а Дальний Восток с Африкой. Это страна шейхов и нефтяных подушек. Это современные торговые центры и традиционные восточные рынки. Это бурная ночная жизнь и строгие почитания законов ислама. Это уникальное сплетение традиций Востока и цивилизаций Запада. Это одна из сказок «Тысяча и одной ночи», ставшая реальностью. 7 Эмиратов почти как 7 чудес света, в каждом свое очарование и у каждого своя особенность. Шопинг в Дубае, развлечения в Абу-Даби, пляжи Фуджейры и охота на крабов в Ум-эль-Кувейне. Однако существует ограничение, в связи с которым девушки основного призывного возраста в жены, то есть до 30-летней старости, самостоятельно могут посетить Объединенные Арабские Эмираты только в сопровождении родителей или супруга. Обязательно с одинаковой фамилией, иначе, дорогие дамы, вы отправитесь домой, а ваш муженек останется совсем без присмотра и будет бесцельно бродить по Эмиратам весь отпуск и скучать по вам на белоснежных пляжах под пальмой. А ведь говорила вам свекровь: бери, дочка, фамилию моего сыночка. А если сыночек служил в ВДВ и нрав у него как у арабского скакуна, лучше отдыхать в Эмиратах все-таки с супругой, которая и перебрать не даст, и на хвост наступит, когда надо. Ведь за пьяный дебош в этой стране можно угодить в тюрьму. Это вам не фонтанный нырять 2 августа дома. И пятая страна в этом списке – Королевство Камбоджа, ранее часто именовавшееся Кампучией. Это небольшое государство в Юго-Восточной Азии, в южной части полуострова Индокитай. Камбоджа сравнительно недавно стала самостоятельным туристическим направлением.
Долгое время экскурсии в Камбоджу были дополнением к турам в Таиланд или Вьетнам. В настоящее время туристическая инфраструктура страны находится на высоком уровне. Отели соответствуют международным стандартам. Есть отличные возможности для пляжного отдыха. Уникальные достопримечательности и удивительная атмосфера оптимизма и радости делают Камбоджу одним из самых востребованных туристических направлений Юго-Восточной Азии. Особое очарование стране придают ее жители, улыбчивые и приветливые, готовые помочь в любой ситуации. Любителям рыбной ловли на заметку. Озеро Танлисап в Камбодже считается чемпионом по плотности обитания рыбы на единицу объема во всем мире. Храмовый комплекс Ангкор-Ват официально признан самой большой культовой постройкой на планете Земля по площади. Кстати, король Камбоджи свободно говорит и пишет на 5 языках, в том числе и на русском. В Камбоджу запрещен въезд туркам, граждан арабских стран и до недавнего времени южнокорейцам, а причиной стал массовый вывоз гражданами этих стран кхмерских девушек. Русские парни пока в этот список не попали, видимо, благодаря отсутствию прямого авиасообщения между странами. Кхмеры в большинстве своем живут в маленьких лачугах со спутниковой тарелкой, плазмой на всю стену и лексусом около этой лачуги. Машина для кхмера важнее, чем жилье. И если в Таиланде иностранцы называют фаранг, то в Камбодже баранг. Тут ничего личного. И тут я посмотрел, еще про целых 5 стран рассказывать, а уже 12-я минута заканчивается. Поэтому я решил попросить вас поставить лайк, подписаться на мой канал, и в следующий раз я вам расскажу про оставшиеся 5 стран, которые вошли в топ-10, на мой взгляд, конечно же, которые достойны для вашего внимания и хорошего отдыха в зимний период. Поэтому, чтобы не пропустить этого, подписывайтесь на канал и ставьте этот лайк несчастный. Вам все равно, мне знаете, как приятно будет. И помните, что видео на моем канале выходят по вторникам, четвергам и субботам в 10 часов утра по Москве. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока.